Всем привет, с вами Андрей. Сегодня воскресенье, и с утра после завтрака мы решили просто прокатиться, посмотреть, прогуляться, и мы оказались земля Шлезвиг-Гольштейн, город Ноймюнстер, и здесь проходит сегодня большая барахолка. Так что мы приехали и сейчас пройдемся и посмотрим, что здесь можно посмотреть, купить. Так что погнали. Все будем смотреть или? Да. Да. Wir sind netter als die Türken, das ist mal klar. Такая вот интересная подставка для книг в виде слона. Это мрамор. Ну, тоже красивая, но сейчас мало кто такими подставками пользуется. Лет так 50 назад бы за такую вещь можно было хорошие деньги получить. Сейчас это, наверное, все-таки больше для коллекционеров, кто собирает такие вещи. Старый утюг. Некоторые вещи есть интересные. Вот посмотрите, есть деньги бумажные. Бронзовая фигурка такая, но здесь вижу основание немножко имеет дефект. Ну как, тебе нравится здесь? Ух ты, посмотри, какое зеркало старое. Жалко, само зеркало сломано. Да, смотрите. Зеркало старое, но там уже надо будет полностью. Но тяжело будет восстановить такую раму. А так она красивая. И оно видно, что она старая. Я думаю, что начало 20 века примерно. Да, это два самовара, и они относятся к... Первый — это роспись такая красивая. А здесь уже, наверное, фарфор. Это по цене евро по 50 будут оба. Красивые самовары. Was kostet die? Der 40, der 30. Ой, я даже почти угадал. Hier ist das Kabel drin, ne? Окей, данки. Показываю вам старый китайский. Тут такой необычный большой сундук. У вас костит? О, good прайс, за 150 евро продают. Посмотрите, какой необычный замок. И он весь такой красивый, резной. Здесь есть дефект. Красиво, мне он понравился. 150 евро. Хорошая цена. Кто-то вот собирал такие красивые открытки. Это все оформлено очень красиво и... Обалдеть, красота. Was überhaupt nicht mehr uns sind diese Bierkutscher hier. Die laufen rum. Und nun hatte ich Ну, gedacht, целая ich коллекция verkaufe mit der открыток. Vitrine, dass die sie in die Vitrine haben wollen. Für einen Zehner oder so, weißt du, aber nicht einer nachgefragt. Zeit ist weg, ne? Ja. Ну, я не вижу. Даты нет. Ну, старый, наверное. Ich guck noch mal. 20 век, Alles klar. середина. Да, красивые, спору нет. А это, по-моему, лампа, да? Такая оригинальная. Was kostet die Lampe? 30. 30 евро. Но нету самого. Kabel ist auch dran.
Aber kein Schirm, ja, drauf. Nee, tut der eine nimmt Stoff, der andere nimmt Glas, dann müssen die Leute selber sein. Мгм. Какая-нибудь дверца от какой-нибудь печки чугунной. Это старая доза. В 19 веке вот так носили хлеб или какую-нибудь еду с собой. Хотя, может быть, и нет. Есть внизу дырки. Для чего? Вентиляция. Это очень какой-то старый предмет. Was kostet die? Die kostet 50 Euro. Wie viel? 50. 50. 300 Jahre alt. Он 300 лет, говорит. За 50 евро продает. А was ist das? Ist das Dose? Das, nee, die war früher in der Postkutsche. Da sind unten Löcher drin. Mhm. Und die wurde in der Postkutsche aufgebummelt. Und dann kam Seife da rein, damit das schön riecht. Früher war man nicht so mit der Sauberkeit. Ja. So, und deswegen habe ich da gekauft. Die hatten früher mal eine Gastwirtschaft. Die haben nur mit Pferde im 16., 17. Jahrhundert gemacht. Мгм. Zum Kutschenfahren. Ja, okay. Ja. Короче, Aus Österreich mal mitgebracht. он объясняет, что раньше такие были специальные дозы на повозках, когда на лошадях ездили, ну, сами понимаете, и пахло не всегда хорошо. Вот туда ложили специальные, ну, типа мыло или какое-нибудь вещество, которое пахло вкусно, да, и вот оно стояло на повозке и давало хороший запах. Вот из-за этого есть такие дырки. Он, как сказал, 300 лет этой штуки. Но опять же, купить ее можно, но продать кому-то это надо таким ярым коллекционером быть, чтобы купить такую дозу. Ну, такой вот ящичек. Также здесь есть очень красивая старая мебель. Стулья, столики красивые. Игрушка такая на колесиках старая. Но это уже, да, это настоящий антиквар, который будет стоить хороших денег. So, jetzt ist das zumachen hier. Красивые, да, такие? Ну, опять же, это гипс, наверное. Вот соусница маленькая, красивая. Подсвечники. Ох, тяжелый какой. Ach so, hier wegen dem. Вот этот красивый. Was kostet? Das kostet warte mal, 30. 30? 30 евро. Zirkuswagenzimmer, da passt. Необычное зеркало такое старое. Was kostet Spiegel? Spiegel 45. 45 евро. Даже непонятно какого года. Wie alt ist? Alt. Alt. Aber wie alt weiß ich auch nicht. Зеркало мне понравилось, но цена такая высокая. 45 евро я посмотрел в интернете, можно за 40 купить такое же зеркало. То есть смысл мне его брать. Если бы мне скинули бы евро 15, я бы, может, еще и взял. А вот целые разные ручки из латуни. Посмотрите. Даже вот можно такую купить интересную фигурку египетского фараона. Красивые. Was kostet eine? Wo ist sie? Soll ich ihn fragen? Warte, ich frage ihn. Красиво. Мне нравится. Пообщался я с продавщицей, то что зеркало она максимум могла бы мне за 40 продать, но я посмотрел в интернете, такие стоят где-то в районе 50 евро, так что я не стал брать, но взял вот такого фараончика за 5 евро из латуни. Вот он мне понравился, куда-нибудь его прилеплю, красивый, так что идем дальше. Собачки красивые, да? 2 штучки, 35 евро, но это немецкая фирма. Германия. 35 евро одна собачка.
Да, красиво. Ну, на каждом предмете цена стоит. Но опять же, это гипс, наверное, и покрытие, да? Такое под бронзу сделано, но это не бронза. Даже окисление они сами сделали. Взял я бюст этой девушки. Я вообще подумал, что это бронза, но сделано очень красиво. Только побольше бери за 5 евро. Короче, за 5 евро беру вот такую красивую пепельницу. Мне она понравилась. А это красивая доза. Смотрите, слон индийская. А сколько доза будет стоить? 5 евро. 5 евро. Тогда и это беру. Это у меня сегодня идет оптовая закупка. Я уже взял 2 штуки. Это уже хорошо. Продавец мне предлагает взять 2 вещи, купить, и третью мне даст в подарок. Прикиньте, какой офигенный продавец. Первый раз такого встретил, так что давайте посмотрим, что у него еще можно купить. Сейчас акция, покупаем 2, третью в подарок получаем. У него много интересных декоративных предметов, и я просто смотрю, и они вроде красивые и интересные. Так, а это у нас какая-то... А это под что? Что-то такое? Бля, это китайская какая-то хрень, блядь. Я сам не знаю, да. Да. Это, короче, das ist Opiumpfeife. Ja. И сколько за нее? Блядь, бери за 5. Бери за 5. Буду узнавать потом, откуда она. Но она такая необычная, я такие раньше не встречал. Это нет, это какая-то, это, короче, Индия или Индонезия или что, а может даже и Африка, слышь? Ну, Потому что я по такой теме часто покупаю. за 5 евро возьмем. Да, наверное. Сейчас как наберем декоративных ненужных вещей. Супруга мне показывает, что это старая, где-то с 50-х, 60-х годов такая реклама, что гласит, если у тебя есть веснушки, помажешь кремом, у тебя веснушек не будет. Или наоборот. А нет, это против веснушек. Вот я теперь прочитал, по-немецки стоит. Немецкая реклама, такой вот интересный исторический рекламный, ну это, как сказать, это вывеска, не вывеска, но это где-то стояло на витрине, наверное. Красивая штука. Продавец сказал, приходи еще. Это большая барахолка, бывает раз в месяц. Он мне будет делать большие скидки. Я ему сказал, что я смотрю все-таки больше зеркала, мне интересно. И он поставил это на заметку. И я думаю, что я приеду еще через месяц сюда со своей супругой. Мы что-нибудь интересного купим. На каждом предмете есть цена, ребята. Это очень хорошо. Можно ходить и сразу уже цену видеть, примерно прикидывать, сколько этот предмет стоит. Вот зеркало. Такое старенькое. Я сегодня уже наподобие видел зеркало, но там было зеркало треснуто. Вот подсвечник за 8 евро стоит. Небольшая такая наклейка. Старые такие металлические оконные рамы. Или это решетки, наверное. Полукруглые, красивые. Вот разная кухонная принадлежность старая. Подсвечник 15 евро стоит. Выбор большой. Можно что-то здесь найти, посмотрите тут. Реально можно что-то красивое, интересное, необычное купить. Даже вот старый такой деревянный ящик 18 евро стоит. Но он с рекламой. Так что это тоже вещь необычная. Ну, это соусницы вот такие красивые, да? Можно. Aber was kostet die?
Драй ойро. Почему они такие дешевые? 3 евро. Как тебе, Оль? Соусница. Тебе не понравилось? Возьмем? Поновее? А она вся такая же. А продавец мне сказал, что этот металл имеет напыление серебра. Вот почему он потемнел местами. Хотя это поменьше соусница, но стоит дороже. 4 евро. А вот это латунь, 10 евро. Чувствуется по весу. Я так думаю, что здесь все предметы не такие старые. Они, может быть, под старину сделаны. Вот еще одно зеркало с таким узором. Роза. И да, зеркало немножко поцарапано, но оно целое. Опять же, это напыление серебра. Was kostet Spiegel? 6? 5? 5? Возьму за 5. Вот и я вам показываю, наверное, одна из первых колясок, возможно, для инвалидов или кто ходить не мог. Деревянная коляска. Я даже не знаю, какой это год. Может быть, 19 век, возможно. Здесь я вижу, куда ноги опускали. Есть специальные вот такие отверстия. Можно было поднимать по размеру человека. То есть это очень старая коляска. Но она стоит очень дорого, потому что это все оригинал. Вы можете представить? Вообще, блин, такие вещи очень редко попадаются. И когда они попадаются, надо их просто рассматривать. И даже вот здесь спинка тоже имеет несколько разных положений. Можно ее было наклонить или приподнять. Это очень редкая коляска. Was kostet? Спрошу, сколько стоит. Das. 120, 120 евро. Ist das für die Behindertenleute oder wie? Ja, für Kranke. Ja. Rollstuhl. Он говорит, что это коляска для инвалидов. Von 1910. Она с 1910 года. Обалдеть. Dankeschön. Wir im Krankenhaus, Ja. im Lazarett, wo die Soldaten Она говорит, что это была коляска в больнице. В больнице это для солдат после ранений возили на такой коляске. Обалдеть. Вот она история перед вами стоит. 1910, ne? Тоже где-то 1910 года. Runterklappen, М. zack, und dann so. Ну, есть gute Zustand, ja? Ja. Ну, вот тут целые такие фигурки интересные для сада, огорода. Собаки, кошки. Ух, какие они тяжелые. Обалдеть. Это даже, наверное, какой-то раствор используется. Бетонный. Килограмм на 5-7. Ну вот и все, мы выходим уже с барахолки. Сегодня большая барахолка была. Оказывается, здесь проходит это барахолка раз в месяц. Я вот только об этом узнал. Сегодня мы случайно попали, прокатились за 50 километров от нашего города Гамбурга. Посетили интересную барахолку, кое-что купили, приобрели, посмотрели, погуляли. Было классно. Так что подписываемся на канал, пишем свои комментарии. С вами был Андрей. Всем пока.